Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня моя рубрика «Красота из мусорного ведра», в которой я переделываю те предметы, которые в противном случае отправились бы в мусорку. И сегодня я хочу показать вам несколько идей декора из стеклянных банок. Смотрим! Я начну с очень простого подсвечника. Берем баночку, в которую поместится свечка. Лучше, конечно, небольшую. Сначала ее необходимо загрунтовать. Я использовала акриловый грунт, подходящий для стекла, и красила губкой. Чтобы получилось однородное непросвечивающее покрытие, потребуется 2-3 слоя грунта, в зависимости от его укрывистости. Дальше я взяла несколько оттенков синего акрила и широкую мягкую кисть. Красим банку в несколько оттенков синего. Нижняя часть самая темная, и чем выше, тем светлее. Я набирала светлую краску той же кистью, что и темную. Тогда получаются интересные разводы и полосы разных оттенков. Не жалейте краски, она должна лежать достаточно плотным слоем, чтобы получился красивый градиент. После того, как внешний вид банки вас устроит, отправляем ее сушиться. Только не ускоряйте процесс нагревом, например, феном. Слой краски достаточно плотный, и все потрескается. Сохнуть банка должна в естественных условиях. Моя задумка была сделать эдакий намек на каменные жеоды или друзы с кристаллами хрусталя. И для отделки края банки я взяла стеклянную крошку. Она бывает в продаже для декора. Например, банку зеркальной крошки я покупала в Икее рублей за 30 на распродаже. Можно поискать и онлайн. Такую крошку делают для декоративной засыпки для ландшафтного дизайна. И стоит она, сами понимаете, копейки, потому что объемы там не чета декораторским. Такая крошка обкатанная, чтобы сколы стали безопасными и ей не порежешься. Сначала я отбирала кусочки стекла покрупнее и приклеивала на горлышко банки по одному. Но мне это быстро надоело, и я стала наносить слой клея погуще на горлышко и макать все это прямо в крошку. Дело сразу пошло намного быстрее. И напоследок я решила добавить немного золота. Напшикала золотой краски из баллончика в подходящую мисочку, набирала краску на кисточку и постукивающими движениями по кисточке брызгала на банку. Так получаются крупные пятнышки. А вот если взять жесткую кисть или зубную щетку, то получатся тончайшие золотые брызги. Мне понравилось сочетание этих двух вариантов. Дополнительно тоненькой кисточкой я нарисовала хаотичные золотые прожилки. Остается поставить внутрь свечку. Получился немножко космический рисунок. Можно сделать такие подсвечники разных цветов. Синий, фиолетовый, даже розово-серый, имитируя разные породы камня. Если не найдете стеклянную крошку, можно заменить ее, например, прозрачным бисером. Он тоже очень красиво переливается от пламени свечи. Для следующей переделки потребуется обычная банка от огурцов или компота и мягкая сеточка. В таких продают иногда бутылки алкоголя или фрукты. Моя, к сожалению, порвалась, и я заклеивала ее горячим клеем прямо на банке. Но обычно они сделаны чулком, и можно надеть такую сеточку прямо на банку. Горячим клеем прихватываем сеточку на горлышке и на дне банки. Чтобы сеточка приобрела нужную жесткость и заодно склеилась со стеклом, всю поверхность банки я загрунтовала клеем ПВА. Клей должен быть строительный, достаточно густой. Основание будущей вазы я сделала из втулки от скотча, приклеила ее к дну банки на горячий клей. Край горлышка задекорировала тонким шнурком. Можно взять любой подходящий шнурок или веревочку, цвет значения не имеет. Этим же шнурком я обмотала основание. Кончик шнурка приклеила на горячий пистолет, обмазала втулку клеем ПВА, намотала шнурок и нижний край также подклеила, после чего шнурок тоже загрунтовала ПВА.
можно красить. Предварительно я загрунтовала банку акриловым грунтом. В принципе, это не обязательный шаг, так как банка покрыта ПВА. Но использование грунта уменьшает расход краски, так что я грунтовала. Красила в насыщенный зелено-бирюзовый цвет. Честно говоря, проще подобные рельефные поверхности красить из баллончика. Получается в разы быстрее, потому что все эти ромбики прокрашивать оказалось достаточно муторно. После высыхания подложки я взяла бронзовый цвет и жесткую кисть и прошлась по сетке и внутренностям ромбиков в технике сухой кисти. Получился эффект старой бронзы. В сочетании с фактурой ромбиков мне очень понравилось. После того, как все было готово, я решила, что горлышко нуждается в небольшой надстройке. Взяла банку от чипсов, отрезала от нее колечко и приклеила на горячий клей к горлышку. И точно так же покрасила надстройку в бирюзовый и сверху в бронзовый. Получилась ваза в восточном стиле. Мне очень хотелось по этому принципу сделать елочные шары. Для них и хранила эти сеточки, но не собралась их сделать. К сожалению, не придумала, как сделать сеточку твердой и аккуратно покрасить ее отдельно от банки, чтобы оставить банку прозрачной. Тогда получился бы очень красивый фонарик. У следующей баночки были плоские грани, и это навело меня на мысль сделать барельеф. Я взяла маленький молд в форме мухи или пчелки. Пчел я лепила из самозатвердевающей массы. Можно взять любую готовую или самодельную массу, полимерную глину, ну и так далее. Высохшие фигурки приклеивала к банке на жидкие гвозди. Основание банки я сделала из крышки от мармелада ударница. Она очень удачно подошла мне по размеру. Фигурную макушку для крышки я решила собрать из старых пуговиц. Снова принесла с чердака мамину коробку с пуговицами, уже как-то использовала их для ножек к фонарю, и собрала пирамидку подходящей формы. Пирамидку из этих разнокалиберных пуговиц я собирала на проволоку, попутно подклеивая каждую пуговку горячим клеем. В крышке толстой иглой проделала 2 отверстия, проделала проволочки сквозь них и закрутила с изнанки. Теперь макушка крепко сидит на крышке. Хвостик проволоки спрятала под еще одной пуговкой. Дальше и банку, и крышку я загрунтовала акриловым грунтом и покрасила в белый цвет. Мне хотелось создать эффект глянцевой керамики. Я покрыла крышку глянцевым лаком, но эффект оказался совсем не тот, что я хотела. И тогда я полезла в коробку с лаками для ногтей. У меня накопилось достаточно много гель-лаков, которые были куплены когда-то и не подошли по стойкости или по цвету. И я решила сделать крышку розовой. Взяла розовую базу и лак и покрыла крышку гель-лаком по всем правилам. Сначала база, потом цвет и, наконец, топ с промежуточной просушкой в лампе. Получилось глянцевое, как будто керамическое покрытие, к тому же очень прочное. Дополнительно золотом я нарисовала полосочки на крышке тонкой кистью и позолотила пимпочку на макушке. Пчелок на банке я тоже расписала золотом. Целиком красить не стала. Подчеркнула только лапки, усики, рисунок на крыльях и полоски на тушке. Ну и, конечно, глазки. Также добавила тонкие золотые полоски у основания и горлышка банки. И самый низ подчеркнула контрастной черной полоской. В конце всю работу покрываем лаком.
Получилась очень нарядная баночка для хранения. Честно говоря, функционал для нее я еще не придумала. Это чистой воды моя фантазия. Очень красиво будет смотреться она с бабочками вместо пчелок. У компании Art Просвет есть шикарные молды на сайте, оставлю ссылку на них. И мне кажется, это такой очень девчачий вариант для каких-то детских сокровищ. Камушков, заколок, ну и конфетки в ней можно хранить, ведь внутренность осталась стеклянной. А можно приспособить под ватные палочки, диски и тому подобную косметическую мелочевку. Крышку можно сделать любого цвета. Можно, кстати, не покрывать ее лаком для ногтей, а просто покрасить. Для следующей переделки я взяла банку с прямыми стенками. Буду делать из нее декоративную свечку. Крышку банки я решила задекорировать скорлупками от фисташек. Клеим из скорлупок розочку. Я думаю, многие видели, как это делается. Сначала из 2 скорлупок делается бутончик, а потом постепенно наращиваем цветок. Сначала скорлупки ставятся практически вертикально, а потом все более отогнутые в сторону, пока размер и форма розочки вас не устроит. Поскольку розочка будет на крышке, ее будут часто крутить туда-сюда, я решила приклеить ее к крышке на эпоксилин. Если доверяете своему термоклею, можно и на него, но я люблю, чтобы все было на совесть. Колбаска эпоксилина стоит 100 рублей, а хватает ее очень надолго. Разминаем кусочек эпоксилина до однородного цвета, прилепляем к розочке и наклеиваем на крышку. У меня была вторая точно такая же банка, они, кстати, из-под варенья, и к ней я решила приклеить пластиковую игрушечную лягушку. Пусть будет комплект в стиле дюймовочки – лягушка и кувшинка. Лягушку я тоже приклеивала на эпоксилин, приклеивала за лапки и животик, и лишний состав, пока он не застыл, аккуратно срезала ножиком. Крышки красим аэрозольной краской в золотой цвет. У меня Растолиум 2 в 1 и грунт и краска, поэтому можно не грунтовать. Банки я покрасила в нежно-бирюзовый цвет, на этот раз изнутри. Потом буду заливать внутрь воск. Чтобы цвет получился плотным, нужно будет также покрыть в 2-3 слоя. Для свечек можно взять специальный воск или растопить старые ненужные свечки. Если любите ароматические свечи, то можно капнуть воск любимого эфирного масла. Фитиль можно тоже использовать от свечек, а у меня были купленные на Алиэкспресс деревянные фитили, их-то и решила использовать. Обрезала фитили на нужную высоту, установила в банке и залила все это дело растопленным воском. Такая свеча в баночке очень украсит интерьер. Крышка надежно защищает воск от пыли, а если в воск добавить эфирные масла, то и от испарения ароматических веществ. Да и просто с крышками такие свечи в банках смотрятся очень эффектно. Ну а деревянный фитиль, помимо необычного вида, хорош тем, что уютно потрескивает в процессе горения. И еще одна вазочка, которую я придумала буквально в последнюю минуту. Для нее понадобится желательно пузатая банка. У меня из-под огурцов дядя Ваня. И все те же скорлупки от фисташек. В этом случае из фисташек делаем не розочки, а цветочки из 4 лепестков. Если кому нужна флористическая достоверность, то цветки я имитировала от Дёрина Коуза. Я приклеивала их к банке на горячий клей. Лучше использовать клей повышенной прочности, чтобы все хорошо держалось. Цветочки я делала по горлышку банки, неравномерно, чтобы получалась не ровная полоса цветочков, а где-то шире, где-то уже. Так декор смотрится интереснее. С одного бока я спустила цветочную полосу почти до середины банки. Заодно задекорировала не очень удачную форму банки. Она какая-то немножко странная, как будто банки решили сделать талию, но потом передумали. Вот за счет цветочков я это сужение странное немножко спрятала. Кое-где цветочки можно сделать не 4, а 3 лепестковыми. И еще их можно делать разного размера. На какие-то цветки использовать крупные скорлупки, а на какие-то более мелкие. Так получается более натуральный и живой эффект. После того, как цветочки были готовы, я добавила им серединки. Просто клеевым пистолетом делала аккуратные круглые плюшки в центре цветков.
Готовую банку красим. Я в этот раз пользовался аэрозольной краской, чтобы получилось быстро и аккуратно, но можно, разумеется, покрасить и кисточкой. Дополнительно я прошлась по краям цветков золотой краской, подчеркнула форму тоненькими золотыми полосками. В принципе, можно было этого и не делать, и в лаконичном однотонном исполнении цветочки смотрелись очень здорово. И также золотом прошлась по верхнему краю банки. Получилась как будто фарфоровая ваза. Если не знать, из чего она сделана, с первого взгляда и не скажешь, что это банка от огурцов в ореховых скорлупках. Если вы любите блестящий декор, можно такую вазочку и целиком покрасить в серебряный либо золотой металл. А можно ее сделать и цветной. Мне кажется, красиво получится в пастельных тонах или, наоборот, графичном черном. Как видите, сегодняшние переделки получились у меня очень разноплановыми, даже разностилевыми, я бы сказала. Обязательно напишите мне в комментариях под видео, какая из идей декора вам сегодня понравилась больше всего. Если вам понравилось это видео, то лучший способ поддержать мой канал – это подписаться на него и смотреть больше моих видео. Ну а на сегодня все. Всем пока!